Владельцу торрент-трекера из Набережных Челнов дали 2 года условно. Это первый в России приговор, нарушившим авторские права в интернете. А вот защитить права ребенка в глобальной сети оказывается не так-то просто. В свободном доступе петербургские депутаты нашли учебник с картинками по разврату. Но изъять его из обращения не получается. Почему, выяснила Елена Болдышева. Таким животным не место на территории нашей страны. Пособием, которое так возмущает депутата, может ознакомиться любой ребенок. Достаточно зайти в интернет. Борец с содомским грехом Виталий Милонов уже давно пытается закрыть ресурс и сразу называет нам автора детского учебника, который рассказывает о любви мальчиков к мальчикам. Один украинский деградант, называющийся художником, который на самом деле по профессии не художник, а просто подонок, опубликовал так называемый учебник. Показать все содержимое этого пособия не позволяют законодательные и морально-этические нормы. Учебник нормальному человеку и в кошмарном сне не приснится. Правозащитники уже не раз обращались в уполномоченные органы, но сайт все равно работает. Сейчас мы занимаемся борьбой с 2 сайтами: гомосексуализм для детей и лесбиянство для детей. Узнали человека, украинского журналиста, который занимается этими сайтами. Буквально по его странице в Фейсбуке он там открыто заявляет, что это его сайты. Доменное имя сайта зарегистрировано в Швейцарии. Хостинг находится в Сан-Франциско. На схеме показано, как передается информация. Со страницы она попадает в российскую интернет-зону с помощью нескольких провайдеров-монополистов. Они пересылают ее интернет-поставщикам, а те – пользователям. Полномочия перерубить это дерево в любом месте российского интернета лежат на Роскомнадзоре. Мы туда обратились, и вот что услышали. Мы можем ограничить доступ к сайту на территории Российской Федерации, но для этого нам нужно решение суда. И вот мы надеемся, что полномочные правоохранительные органы соответствующие документы в суд направят. Кто-то наверняка это сделает. Мы видим соответствующие действия со стороны прокуратуры Санкт-Петербурга. Вопрос, какие именно действия происходят, мы задали прокурорам. Есть Роскомнадзор, да, где, соответственно, любой пользователь может в виде сообщений направить сайт, да, со ссылкой его адреса. В течение некоторого времени специалисты Роскомнадзора вам на ваш почтовый адрес ответят. Круг замкнулся. Надзирающий орган указывает на Роскомнадзор, а те отсылают обратно в прокуратуру. В Роскомнадзоре, куда мы позвонили, еще раз пояснили, что на сайте нет детской порнографии и пропаганды терроризма или экстремизма. И закрыть такой учебник они пока не могут. Законодательство несовершенно. Административную ответственность надо менять на уголовную. Потому что я сейчас не беру обсуждение, кто, кого, с кем и как. Я вообще считаю, что никакие личные отношения до определенного возраста для психики ребенка недоступны. Принятие законов дело не быстрое, но у родителей все же есть способ уберечь психику своих детей. Если закрыть доступ к этому сайту, на его месте могут возникнуть десятки других с таким же содержанием. Педагоги и психологи рекомендуют вообще не подпускать детей к компьютерам. Вот только выполнить такой совет в современных условиях крайне сложно. У IT-специалистов есть другой способ ограничить детей от нехороших сайтов. Установить специальную программу, которая просто не позволит на них попасть. Елена Болдышева, Сергей Осипенко, Кирилл Дмитриев и Мария Михайлова. Новости, Санкт-Петербург.